Урок 1. Весенняя уборка. Привет, Анна. Вы заметили, что весна наконец-то наступила? Привет, Джон. Да, я так рада, что зима закончилась. Погода становится теплее. Абсолютно. С приходом весны я подумываю провести тщательную генеральную уборку дома. Отличная идея. Всегда приятно иметь чистое и организованное жилое пространство. Я согласен. Я хочу начать с того, чтобы убрать беспорядок в шкафу. У меня так много одежды, которую я больше не ношу. Это хорошее место для начала. Я предлагаю просмотреть каждый предмет и решить, нужен ли он вам все еще или нужен. В этом есть смысл. Я отложу одежду, которую хочу подарить, и освобожу больше места для той, которую я на самом деле ношу. Это разумный подход. Пока вы этим занимаетесь, вы также можете мыть окна, чтобы пропускать больше естественного света. Хорошие замечания. Я часто не обращаю внимания на мытье окон, но это может существенно улучшить обстановку в комнате. Абсолютно. И не забудьте вытирать пыль с мебели и пылесосить ковры, чтобы удалить скопившуюся грязь. Вы правы. Я обязательно хорошенько вытираю все поверхности и тщательно вымою полы. Еще одна задача, которую вы можете рассмотреть, это упорядочить кухонные шкафы. Это отличная возможность избавиться от продуктов с истекшим сроком Это годности. хорошие предложения. Я проверю все сроки годности и выброшу все, что больше нельзя употреблять в пищу. И не забудьте также почистить холодильник. Выньте все полки и ящики и хорошенько почистите их. Я добавлю это в свой контрольный список. Важно содержать холодильник в чистоте и предотвращать появление неприятных запахов. Наконец, не забывайте об уборке на открытом воздухе. Подметайте внутренний дворик, очистите гриль и подготовьте сад к посадке. Отличная идея. Мне не терпится провести больше времени на свежем воздухе, поэтому я также позабочусь о том, чтобы привести в порядок открытые пространства. Похоже на комплексный план весенней уборки. Удачи, и я надеюсь, что вам понравится свежий и организованный дом. Спасибо. Я ценю ваши предложения. Я с нетерпением жду уборки и ухода. Урок 2. Творческие увлечения и спорт. Привет, Анна. Я работаю над новым проектом. Хотите поделиться нашими творениями? Привет, Джон. Конечно, мне бы очень хотелось увидеть, над чем ты работаешь. Что вы создали? Я занимаюсь рисованием пейзажей. Вот фотография прекрасного заката, которую я запечатлел на холсте. Ух ты, это впечатляет. Цвета такие яркие, и вы действительно запечатлели суть заката. Спасибо. Я считаю, что живопись – отличный способ расслабиться и выразить свои творческие способности. А как же ты? Есть ли у вас творческие увлечения? Определенно. Мне нравится играть на гитаре. Это позволяет мне расслабиться и создавать прекрасные мелодии. Звучит потрясающе. Игра на музыкальном инструменте – прекрасный способ самовыражения. Это действительно так. В музыке есть способ передать эмоции, которые невозможно передать словами.
Это универсальный язык. Не могу не согласиться с этим. Удивительно, как искусство и музыка могут объединять людей разных культур и происхождения. Абсолютно. Это мощная форма общения, которая преодолевает барьеры. Кстати, о связях. Вам нравится заниматься спортом? Да, верю. Я большой фанат футбола. Мне нравится смотреть игру и играть в нее с друзьями. Футбол– фантастический вид спорта. Это требует командной работы, стратегии и физической ловкости. Именно так. Это отличный способ оставаться активным, улучшить координацию и выносливость. Я сам предпочитаю баскетбол. Быстрый темп игры держит меня в тонусе, и это очень весело. Баскетбол тоже отличный. Все дело в точности, навыках стрельбы и командной работе. Определенно. Спорт не только поддерживает физическую форму, но и обучает важным жизненным навыкам, таким как дисциплина и спортивное мастерство. Абсолютно. Они также дают возможность познакомиться с новыми людьми и завязать прочные дружеские отношения. Это очень верно. Спорт позволяет объединять людей и развивать чувство общности. Не могу не согласиться с этим. Будь то творческие увлечения или спорт, занятия, которые нам нравятся, жизненно важны для нашего благополучия. В самом деле, важно уделять время своим увлечениям и занятиям, поскольку они приносят радость и удовлетворение в нашу жизнь. Хорошо сказано. Давайте продолжим развивать наше творчество и вести активный образ жизни, занимаясь хобби и спортом. Абсолютно. Давайте продолжим изучать и открывать новые способы самовыражения и оставаться здоровыми. Я с нетерпением жду этого. Спасибо, что поделились. Было приятно узнать о ваших творческих увлечениях и любви к спорту. Урок 3. Управление стрессом. Привет, Анна, как у тебя день? Я заметил, что раньше ты выглядел немного напряженным. Привет, Джон. Да, на самом деле я немного нервничаю. В последнее время многое произошло. Понимаю. Иногда стресс может быть ошеломляющим. Что тебя беспокоит? Что ж, завтра у меня большая презентация на работе, и я нервничаю из-за этого. Мне это понятно. Презентации могут нервничать. Помните, что подготовка– это ключ к успеху. Вы правы. Я работал над этим, но мне еще предстоит кое-что доработать. Сделайте глубокий вдох и разбейте его на более мелкие задачи. Это поможет вам сосредоточиться. Неплохая идея. Я расставлю приоритеты для остальных задач и решу их одну за другой. Также важно делать перерывы. Обязательно дайте себе время расслабиться и зарядиться энергией. Да, я обычно об этом забываю. Я планирую небольшие перерывы, чтобы заняться тем, что мне нравится, например, прогуляться. Прогулки– отличный способ очистить ум и снять стресс. Это также полезно для вашего физического здоровья. Абсолютно. Известно, что физические упражнения высвобождают эндорфины, которые могут улучшить настроение и снизить стресс. Кстати, о снижении стресса
Пробовали ли вы практиковать внимательность или медитацию? Не знаю, но я слышала о них много хорошего. Как включить их в свой распорядок дня? Каждый день я выделяю несколько минут на то, чтобы спокойно сидеть и сосредоточиться на дыхании. Это помогает мне сосредоточиться. Звучит просто и эффективно. Я попробую и посмотрю, поможет ли это мне расслабиться. Это стоит попробовать. Кроме того, разговор с кем-то о своем стрессе может оказать ценную поддержку. Вы правы. Если вы поделитесь своими опасениями с доверенным другом или членом семьи, это поможет мне лучше взглянуть на ситуацию. Именно так. Иногда простое выражение своих чувств и то, что кто-то выслушает, может быть большим облегчением. Я ценю вашу поддержку. Приятно знать, что у меня есть с кем поговорить. Добро пожаловать. Помните, вы в этом не одиноки. Все мы время от времени испытываем стресс. Спасибо, что напомнили мне об этом. Я сделаю все возможное, чтобы справиться со стрессом и сохранять позитивный В настрой. этом и заключается дух. Делайте это шаг за шагом, и я уверен, что вы отлично справитесь с презентацией. Я ценю ваше доверие ко мне. Ваши слова побуждают меня продолжать двигаться вперед. Вот что у вас есть. Сосредоточьтесь, заботьтесь о себе и не забывайте отмечать свои достижения. Урок 4. Каналы связи. Привет, Анна. Вы заметили, как изменилось общение с появлением чат-ботов и социальных сетей? Привет, Джон. Абсолютно. Чат-боты и социальные сети произвели революцию в нашем общении с другими людьми. Удивительно, как чат-боты могут мгновенно отвечать и помогать, делая общение более эффективным. Определенно. Они доступны круглосуточно и без выходных и могут обрабатывать простые запросы, освобождая сотрудников для решения более сложных вопросов. Это правда. Удобно иметь быстрый доступ к информации и поддержке, не стоя в длинных очередях. Социальные сети также изменили коммуникацию. Это позволяет нам общаться с людьми со всего мира. Абсолютно. Мы можем поделиться своими мыслями, впечатлениями и фотографиями всего за несколько кликов, охватив широкую аудиторию. И дело не только в личных связях. Многие компании используют социальные сети для взаимодействия с клиентами и продвижения своих продуктов. Вы правы. Платформы социальных сетей предоставляют мощный маркетинговый инструмент, позволяющий охватить большую клиентскую базу. Кроме того, социальные сети позволяют нам участвовать в онлайн-сообществах и участвовать в обсуждениях на различные интересующие темы. Это отличный способ обмениваться идеями и учиться с разных точек зрения, расширяя наши знания и понимание. Однако очень важно помнить о том, какую информацию мы передаем, и ее потенциальное влияние на нашу конфиденциальность. Абсолютно. Мы всегда должны быть осторожны и знать настройки безопасности и политики конфиденциальности в социальных сетях. Еще один аспект, который следует учитывать, это возможность недопонимания в письменных сообщениях. Важно быть понятными и лаконичными. Это правда. Без использования невербальных сигналов сообщения могут быть неправильно истолкованы, что приведет к недоразумениям.
Смайлики и GIF-файлы помогают добавить контекст и тон текстовым разговорам, сделав их более выразительными. Определенно. Визуальные элементы могут улучшить наше онлайн-общение и сделать его более увлекательным и приятным. Также стоит отметить, что личное общение и телефонные звонки по-прежнему играют важную роль в построении прочных отношений. Абсолютно. Прямое взаимодействие позволяет лучше понимать и эффективнее передавать эмоции. Балансирование использования различных каналов связи является ключом к поддержанию значимых связей в современную цифровую эпоху. Не могу не согласиться с этим. Важно адаптировать и использовать эти инструменты, а также ценить традиционные формы общения. Именно так. Осознанно используя чат-ботов, социальные сети и другие каналы, мы можем улучшить наш опыт общения. Хорошо сказано. Давайте продолжим изучать эти каналы связи и ориентироваться в них, чтобы эффективно общаться и взаимодействовать с другими. Абсолютно. Приятно стать частью цифровой эры и использовать ее потенциал для конструктивного взаимодействия. Я с нетерпением жду этого. Спасибо за обсуждение влияния чат-ботов и социальных сетей на коммуникацию. Урок 5. Приключения на общественном транспорте. Привет, Анна. Ты когда-нибудь ездила на общественном транспорте? Вчера у меня был интересный опыт. Привет, Джон. Да, я уже ездил на общественном транспорте. Расскажите мне о своем приключении. Что ж, в час пик я сел в переполненный автобус, и найти себе место было настоящим приключением. Я могу себе представить. В часы пик автобусы могут быть очень переполнены, и найти место может оказаться непростой задачей. Действительно. В итоге большую часть пути я простоял, но это дало мне возможность понаблюдать за окружающим миром. Это одно из преимуществ общественного транспорта. Вы можете увидеть город и его жителей вблизи. Абсолютно. Я заметил людей из разных слоев общества, у каждого из которых своя уникальная история. Общественный транспорт позволяет заглянуть в разнообразие и динамичность города. Так и есть. У меня также была возможность завязать разговор с попутчиком. Отлично! Общественный транспорт может стать местом неожиданного общения и налаживания новых связей. Да, было интересно узнать об их опыте и узнать что-то новое во время путешествия. Общественный транспорт может стать отличным источником обучения и расширения нашего кругозора. Определенно. Кроме того, поездки на общественном транспорте часто более доступны по сравнению с другими видами транспорта. Это существенное преимущество. Это делает его доступным для более широкого круга людей. Абсолютно. Это помогает уменьшить пробки на дорогах и способствует более устойчивой окружающей среде. Использование общественного транспорта – это ответственный выбор, который приносит пользу как отдельным людям, так и обществу. Я согласен. Это также возможность расслабиться и позволить кому-то другому сесть за руль, пока вы наслаждаетесь поездкой. Это правда. Вы можете почитать,
послушать музыку или просто отдохнуть. Это совсем другой опыт по сравнению с вождением автомобиля, когда нужно сосредоточиться на дороге. Общественный транспорт дает ощущение свободы и позволяет погрузиться в окружающую среду. Да, и это отличный способ исследовать город, не беспокоясь о парковке или пробках. Абсолютно. Путешествие по разным окрестностям и достопримечательностям само по себе – настоящее приключение. Что ж, путешествие на общественном транспорте может стать настоящим опытом. Я рекомендую вам попробовать. Спасибо. Ваша история вдохновила меня исследовать город на общественном транспорте. Звучит захватывающе. Я рада это слышать. Наслаждайтесь приключениями на общественном транспорте и не забудьте отправиться в путешествие. Урок 6. Кулинарные творения. Привет, Анна. Я подумываю попробовать новый рецепт. Это было бы здорово. Какие ингредиенты нам нужны? Привет, Джон. Я буду рад помочь. Чтобы приготовить вкусную пасту, нам понадобится паста, оливковое масло, чеснок, помидоры, базилик и сыр пармезан. Звучит очень вкусно. Нужен ли нам какой-то особый вид пасты или подойдет какое-нибудь разнообразие? Подойдет любой сорт, но для этого рецепта популярны спагетти или пенни. Отлично. Как насчет помидоров? Нужно ли использовать свежие или консервированные? Свежие помидоры идеально подойдут для более свежего вкуса, но консервированные помидоры тоже подойдут, если свежих нет. Приятно знать. А как насчет базилика? Можем ли мы заменить его какой-либо другой травой? Базилик придает особый вкус, но если у вас его нет, попробуйте вместо него использовать петрушку или орегано. Это полезно. Сколько сыра пармезан нам следует использовать? И можем ли мы использовать другой сыр в качестве заменителя? Для пикантного вкуса можно натереть на терке около половины чашки сыра пармезан. Если у вас нет пармезана, вы можете использовать в качестве альтернативы сыр пекарина или романо. Отлично. Итак, каков наш метод приготовления? Есть ли какие-либо конкретные шаги, которые нам нужно выполнить? Сначала приготовьте пасту в соответствии с инструкциями на упаковке. Пока паста готовится, разогрейте оливковое масло на сковороде и обжарьте измельченный чеснок до золотистого цвета. Затем добавьте нарезанные помидоры и готовьте, пока они не станут мягкими. Наконец, смешайте приготовленную пасту с томатной смесью, посыпьте базиликом и тертым сыром пармезан. Звучит довольно просто. Я с радостью попробую. Есть ли что-то еще, что нам следует иметь в виду? Да, не забудьте приправить солью и перцем по своему вкусу. Вы также можете добавить щепотку хлопьев красного перца, если хотите немного нагреться. Понял. Спасибо, что помогли мне разобраться в рецепте. Я ценю твою помощь. Урок 7. Согласование условий оплаты. Привет, Анна. Можем ли мы обсудить условия оплаты нашего проекта? Привет, Джон. Конечно, что вы думаете об условиях оплаты? Я подумывал разбить его на части.
Таким образом, мы сможем лучше управлять денежным потоком. Что вы думаете? Звучит разумно. Сколько платежей вы предлагаете и в какие сроки? Я собирался разделить его на 3 равные части, выплачиваемые каждый месяц, начиная с даты начала проекта. Тебе это подходит? 3 платежа, распределенные на 3 месяца, должны быть приемлемыми. Однако я бы предпочел, чтобы мы могли договориться о более коротком сроке, например, 2 месяцев. Что вы Я думаете? понимаю, что вы предпочитаете более короткие сроки. Давайте пойдем на компромисс и согласуем 2 платежа. Первый платеж должен быть внесен в начале проекта, а второй — через месяц. Будет ли это приемлемо? Для меня это звучит справедливо. Если общая сумма будет разделена на 2 части, я согласен с вашим предложением. Отлично. Теперь давайте обсудим способы оплаты. Как вы хотите получать платежи? Я предпочитаю банковские переводы, так как они удобны и безопасны. Можем ли мы организовать прямой банковский перевод для платежей? Абсолютно. Банковские переводы мне тоже подходят. Мы можем обменять реквизиты нашего банковского счета и обеспечить беспрепятственный процесс транзакций. Для меня это работает. Давайте безопасно обменяемся информацией о нашем банковском счете. Мы также можем включить в контракт пункт о защите финансовой информации обеих сторон. Это разумное предложение. Нам следует уделить приоритетное внимание безопасности данных и включить в контракт положение о конфиденциальности. Я обязательно его включу. Благодарим вас за внимание к аспекту конфиденциальности. Крайне важно защитить нашу личную и финансовую информацию. Я полностью согласен. Мы хотим обеспечить профессиональные и безопасные рабочие отношения. Я составлю контракт с согласованными условиями оплаты и положением о конфиденциальности. Спасибо, что взяли на себя инициативу по подготовке контракта. Как только вы закончите, поделитесь им со мной, чтобы я мог ознакомиться с ним перед подписанием. Сгодится. Я отправлю вам контракт на проверку в течение следующих нескольких дней. Если у вас есть дополнительные предложения или проблемы, сообщите мне об этом. Я ценю ваши быстрые действия. Я внимательно ознакомлюсь с контрактом и свяжусь с вами с любыми предложениями или разъяснениями. Спасибо. Я ценю ваш вклад и с нетерпением жду окончательной доработки условий оплаты и продолжения проекта. Точно так же. Я ценю ваше сотрудничество и профессионализм. Давайте работать вместе, чтобы обеспечить успешное сотрудничество. Абсолютно. Давайте сделаем это сотрудничество плодотворным. Я скоро свяжусь с вами и соглашусь с контрактом. Хорошего дня. Урок 8. Изучение национального парка Пайнвью. Привет, Анна. Вы слышали о национальном парке Пайнвью? Отсюда всего 2 часа езды. Привет, Джон. Нет, я об этом не слышала. В чем особенность национального парка Пайнвью? Ну, есть один под названием Национальный парк Пайнвью, известный своей потрясающей природной красотой. Это отличное место для пеших прогулок, кемпинга и наблюдения за дикой природой. Звучит потрясающе. Мне нравится исследовать природу. Какую дикую природу мы можем там увидеть?
В национальном парке Пайнвью обитают различные виды диких животных, такие как олени, лисы и даже некоторые редкие виды птиц. Это рай для любителей природы. Я очень рад увидеть такую разнообразную дикую природу вблизи. Есть ли в парке экскурсии или тропы? Да, в парке есть экскурсии с гидом и хорошо обозначенные тропы. Они предлагают познавательные впечатления и гарантируют, что мы не пропустим достопримечательности парка. Это просто фантастика. Я предпочитаю иметь гида, который расскажет о флоре и фауне парка. Доступны ли туры каждый день? Экскурсии проводятся ежедневно, но лучше проверить их расписание и забронировать место заранее. Я обязательно спланирую заранее и закажу экскурсию с гидом. Есть ли конкретные достопримечательности или смотровые площадки, которые нельзя пропустить? Абсолютно. Одна из достопримечательностей, которую обязательно нужно посетить, захватывающий дух водопад под названием Cascade Falls. Это идеальное место для фотосъемки и отдыха. Водопад звучит невероятно. Могу себе представить, что я запечатлел там несколько потрясающих фотографий. Легко ли добраться до него с основных троп? Да, к каскадному водопаду легко добраться с основных троп, поэтому нам не придется сходить с проторенных троп, чтобы насладиться его красотой. Это удобно. Я с нетерпением жду возможности посетить каскадный водопад и запечатлеть его красоту в объектив камеры. Это будет незабываемый опыт. Кроме того, здесь есть безмятежное озеро Пайнвью, где можно покататься на лодке и порыбачить. Мне нравится быть рядом с водой. Катание на лодке и рыбалка – отличный способ расслабиться и погрузиться в спокойствие парка. Абсолютно. Озеро Пайнвью предлагает спокойное и живописное место для таких занятий. Это идеальное место для отдыха и общения с природой. Мне не терпится исследовать национальный парк Пайнвью прямо сейчас. Кажется, это скрытая жемчужина всего в нескольких минутах езды. Спасибо, что поделились Добро этим со пожаловать. мной. Я рад, что смог познакомить вас с национальным парком Пайнвью. Это место, где действительно можно увидеть чудеса природы. Я ценю вашу рекомендацию. Давайте скоро спланируем поездку и погрузимся в красоту национального парка Пайнвью. Определенно. Давайте воплотим это в жизнь и создадим незабываемые воспоминания в окружении великолепия природы. Я в восторге. Природа может многое предложить, и я благодарна, что у нас есть возможность исследовать ее и оценить ее по достоинству. Давайте начнем планировать наше путешествие. Согласовано. Давайте начнем планировать и приготовимся к полному приключению путешествию по национальному парку Пайнвью. Урок 9. Планирование поездки на свежем воздухе. Привет, Анна. Я готовлюсь к нашей поездке на свежем воздухе. Я собрал палатку, спальные мешки и средства от насекомых. Я их тоже принесу. Что-нибудь еще нам стоит рассмотреть. Привет, Джон. Похоже, ты хорошо подготовлен. Не забудьте взять с собой аптечку первой помощи. Очень важно иметь при себе основные медицинские принадлежности на случай чрезвычайных ситуаций. Это хорошее замечание. Безопасность всегда должна быть приоритетом. Я обязательно возьму с собой аптечку первой помощи с бинтами, антисептиком и другими необходимыми предметами. Отлично. Кроме того, давайте не забудем взять с собой достаточно еды и воды для поездки.
Во время активного отдыха важно избегать обезвоживания и заряжаться энергией. Абсолютно. Я возьму с собой переносный фильтр для воды и несколько энергетических батончиков. Таким образом, при необходимости мы сможем получить чистую питьевую воду и быстро перекусить. Отлично! Очень важно увлажняться и питаться, особенно во время физических нагрузок. Мы также должны учитывать любые диетические ограничения или предпочтения. Вы правы. Важно учитывать диетические потребности каждого. Я перепроверю со всеми, есть ли у нас подходящие варианты питания. Это внимательно с вашей стороны. Крайне важно уделять приоритетное внимание благополучию каждого и обеспечить, чтобы каждый чувствовал себя комфортно и вовлеченно. Определенно. Помимо самого необходимого, мы также должны взять с собой некоторые развлечения, такие как настольные игры или колоду карт для отдыха. Отличная идея! Во время поездки всегда приятно провести время в развлекательных заведениях, где можно расслабиться и сблизиться. Абсолютно. Важно получать удовольствие не только от активного отдыха, но и от компании наших попутчиков. Я полностью согласен. Успешное путешествие– это не только место назначения, но и воспоминания, которые мы создаем вместе с людьми. Не могу не согласиться с этим. Я с нетерпением жду возможности оставить незабываемые воспоминания и укрепить нашу связь во время этой поездки. Я тоже. Приключения на свежем воздухе помогают сблизить людей и создать прочные связи. Это будет потрясающий опыт. Не могу не согласиться с этим. Давайте воспользуемся этой возможностью по максимуму и вместе насладимся красотой природы. Абсолютно. Давайте отправимся в это приключение с энтузиазмом и непредвзятостью. Мне не терпится исследовать и открывать для себя что-то новое. Точно так же. Давайте сделаем эту поездку незабываемой, наполненной смехом, открытием новых открытий и чувством товарищества. Я не мог бы сказать это лучше. Давай отправимся туда и оставим невероятные воспоминания. Мне не терпится начать это путешествие. Ожидания растут. Приготовьтесь к незабываемым впечатлениям. Давайте воплотим это в жизнь. Урок 10. Уютный отдых в коттедже. Привет, Анна. Я подумываю о нашем следующем отпуске. Как насчет уютного отдыха в горах? Привет, Джон. Звучит захватывающе. Мне нравится идея сбежать в тихий домик в окружении природы. Каково ваше видение этого уединения? Я представляю себе очаровательную хижину, расположенную среди высоких деревьев, с уютным камином и живописным видом на горы. Звучит просто восхитительно. Отдых в каюте станет прекрасной возможностью расслабиться и воссоединиться с природой. Именно так. Это шанс сбежать от городского шума и суеты и насладиться спокойствием и красотой гор. Не могу не согласиться с этим. Важно отдохнуть от суеты и найти утешение в объятиях природы. Абсолютно. У природы есть способ омолодить наш дух и придать нашему уму ощущение покоя и ясности. Я полностью согласен. Итак, вы придумали какое-нибудь конкретное место для этого домика? Я слышала о тихом горном городке под названием Уисперинг Пейнтс.
Он известен своими захватывающими видами и арендой уютных домиков. Уисперинг Пайнс звучит как идеальное место для нашего уединения. Я уже могу себе представить, как я просыпаюсь под успокаивающие звуки природы. Именно это я и имел в виду. Днем мы можем ходить в походы, а по вечерам уютно сидеть у камина. Рассчитывайте на меня. Прогулка по тропам и погружение в красоту окрестностей кажутся чудесным приключением. Я рада, что вы взволнованы. Мы также можем полюбоваться звездами ночью. Вдали от городских огней небо будет завораживающим зрелищем. Я обожаю наблюдать за звездами. Это отличный способ оценить просторы Вселенной и испытать чувство трепета и удивления. Не могу не согласиться с этим. Наблюдать за красотой ночного неба и осознавать свое место во Вселенной – одно удовольствие. Абсолютно. Это напоминает нам о том, как мы взаимосвязаны с миром природы и чудесами, которые таятся за его пределами. В самом деле. А в течение дня мы можем исследовать город, посетить местные магазины и отведать вкусные блюда в уютных ресторанах. Похоже, это идеальное сочетание приключений и отдыха. Изучение города позволит нам познакомиться с местной культурой и кухней. Абсолютно. Всегда интересно погружаться в новые впечатления и узнавать о разных традициях. Не могу не согласиться с этим. Путешествия позволяют нам расширить кругозор и глубже понять окружающий мир. Хорошо сказано. Я верю, что этот уютный домик предоставит нам прекрасную возможность сделать именно это. Я не могу быть более взволнован. Давайте спланируем этот отдых и создадим прекрасные воспоминания в тишине шепчущих сосен. Я очень рад, что вы на борту. Это уединение станет прекрасным убежищем от повседневной суеты. Давайте воплотим это в жизнь. Абсолютно. Давайте воплотим это уединение в реальность и отправимся в незабываемое путешествие, полное расслабления, приключений и самопознания. Не могу не согласиться с этим. Приготовьтесь к невероятным впечатлениям в объятиях красоты природы. Шепчущие сосны – вот и мы. Урок 11. Советы по уходу за растениями. Привет, Анна. Я заметила, что наши растения хорошо растут. Да, обязательно пересаживайте их, когда они перерастут в контейнерах. Привет, Джон. Вы правы, наши растения процветают. Пересадка растений крайне важна для обеспечения их дальнейшего роста и здоровья. Абсолютно. Когда нам следует начать их пересаживать? Есть ли у вас какие-либо советы, как это сделать правильно? Лучше всего пересаживать растения, когда они привязываются к корням или когда текущий горшок слишком мал для их роста. Что касается советов, вот что мы можем сделать. Это полезно. Итак, каков первый шаг к пересадке наших растений? Во-первых, нам нужно выбрать новый горшок, который немного больше текущего. В нем должны быть дренажные отверстия для предотвращения переувлажнения. Понял. Итак, как только мы получим новый горшок, что делать дальше? Перед пересадкой мы должны подготовить новый горшок, добавив на дно слой небольших камней или битой керамики. Это способствует дренажу. Это хороший совет. Надлежащий дренаж необходим для предотвращения корневой гнили и обеспечения общего здоровья растения.
Абсолютно. Теперь пришло время вынуть растение из нынешнего горшка. Осторожно постучите по бокам, чтобы разрыхлить почву, и осторожно выньте ее. Должны ли мы удалить всю старую почву или мы можем оставить часть? Лучше всего удалить около трети старой почвы, чтобы освободить место для свежей почвенной смеси. Это помогает пополнять запасы питательных веществ и улучшает дренаж. В этом есть смысл. Итак, какую почвенную смесь нам следует использовать? Нам следует использовать хорошо дренируемую почвенную смесь, специально разработанную для того типа растений, которые у нас есть. Она обеспечивает необходимые Приятно питательные знать. вещества. После того, как мы добавили почвенную смесь, нужно ли нам сразу же поливать растения? Лучше всего поливать растения после пересадки. Это способствует оседанию почвы и обеспечивает хороший контакт корней с новой смесью. Это важно. Как часто нужно поливать пересаженные растения? После пересадки мы должны тщательно полить растения, а затем следить за влажностью почвы. Поливайте, когда верхний дюйм почвы станет сухим. Я буду следить за влажностью почвы. Есть ли другие советы по уходу, которые нам следует учитывать после пересадки? Да, важно разместить пересаженные растения в подходящем месте с достаточным количеством солнечного света для их конкретных потребностей. Поэтому нам следует учитывать потребности каждого растения в освещении и находить подходящее место для их роста. Именно так. Кроме того, рекомендуется не удобрять растения сразу после пересадки. Дайте им время сначала приспособиться. Это ценный совет. Когда дело доходит до того, чтобы растение могло освоиться в новом доме, главное – терпение. Абсолютно. Следуя этим шагам и обеспечивая надлежащий уход, наши растения в горшках должны продолжать процветать и расти. Я благодарна за ваше руководство. Эти советы по уходу, несомненно, принесут пользу нашим растениям. Спасибо. Урок 12. Онлайн-доставка еды. Привет, Анна. Я нашла отличный ресторан в интернете. Оформите заказ сейчас, и мы доставим вкусную еду прямо к порогу. Привет, Джон. Звучит фантастически. Мне не терпится побаловать себя аппетитной едой. Какие блюда привлекли ваше внимание? У них есть широкий выбор вариантов. Я подумываю заказать у них фирменную пиццу и хрустящие куриные крылышки. Что тебе нравится? Пицца и куриные крылышки звучат идеально. Я также хочу чесночного хлеба и освежающего салата. Давайте тоже добавим их в заказ. Отличная идея. Полноценное блюдо со всеми нашими любимыми блюдами. Я проголодался от одной мысли об этом. Я тоже. Теперь давайте выберем размеры и дополнительные начинки или соусы, чтобы персонализировать наш заказ. Абсолютно. Я выпью большую пиццу с добавлением сыра и пепперони. А в качестве крылышек давайте попробуем смесь барбекю и соуса из буйволиного соуса. Звучит очень вкусно. Для чесночного хлеба давайте добавим немного зелени и плавленый сыр моцарелла. А для салата я предпочитаю бальзамическую заправку. Идеальный выбор. Наш заказ будет представлять собой восхитительное сочетание вкусов. Теперь перейдем к оформлению заказа. Конечно.
Я введу наш адрес для доставки и выберу способ оплаты. Они предлагают варианты оплаты наложенным платежом и онлайн. Для удобства давайте выберем вариант онлайн-оплаты. Как только мы выполним заказ, мы сможем отслеживать его выполнение и с нетерпением ждать его прибытия. Звучит захватывающе. Всегда интересно отслеживать доставку и предвидеть момент прибытия еды. В самом деле, это усиливает предвкушение и делает все впечатления еще более приятными. Не могу дождаться, когда смогу ощутить вкус и аромат выбранных нами блюд. Это будет настоящий праздник чувств. Абсолютно. А самое приятное то, что мы можем насладиться этим кулинарным приключением, не выходя из дома. В этом прелесть онлайн-доставки еды. Благодаря этому ресторан становится еще ближе к нам, делает его удобным и приятным. Не могу не согласиться с этим. Это прекрасный способ побаловать себя и попробовать разные кухни, не выходя из дома. Я благодарна за удобство и разнообразие, которые предлагает онлайн-доставка еды. Это современная роскошь, которая улучшает наши гастрономические впечатления. Я чувствую то же самое. А теперь давайте с нетерпением дождемся нашего аппетитного блюда. Уверен, ожидание того стоит. Абсолютно. Я уже могу представить себе восхитительные ароматы, наполняющие наш дом. Это будет незабываемое впечатление от ужина. Я в восторге. Наше приключение по онлайн-доставке еды ждет вас. Давайте насладимся каждым кусочком и насладимся этим особенным угощением. Урок 13. Запись на прием. Привет, Анна, мне нужно назначить важную встречу. У вас есть предложение, как это сделать? Привет, Джон. Конечно, вы на верном пути. Лучше всего обратиться напрямую к поставщику услуг. Они могут помочь вам в этом процессе. В этом есть смысл. Тогда я запишу встречу завтра. Что мне следует учесть, прежде чем связаться с ними? Прежде чем позвонить, убедитесь, что у вас есть вся необходимая информация, например, о наличии свободных мест, предпочтительной дате и любых конкретных требованиях. Хорошие замечания. Подготовка поможет упростить процесс записи на прием. Я заранее соберу все подробности. Отлично! Когда вы звоните, будьте вежливы и четко сообщите о своих потребностях. Они оценят вашу ясность. Я учту это. Вежливость и четкое общение важны во всех профессиональных отношениях. Абсолютно. Теперь, когда вы поговорите с ними, узнайте, есть ли у них свободное место и смогут ли они уложиться в выбранную вами дату. Это очень важный шаг. Чтобы встреча была приемлемой для обеих сторон, необходимо найти удобную для обеих сторон дату. Именно так. Если выбранная вами дата недоступна, изучите альтернативные варианты, которые подойдут вам и поставщику услуг. В таких ситуациях гибкость играет ключевую роль. При необходимости я буду проявлять непредвзятость и рассмотрю другие доступные даты. Отличный склад ума. Согласовав дату и время, подтвердите детали, такие как место, продолжительность и все необходимые приготовления. Подтверждение данных важно, чтобы избежать недоразумений или путаницы.
Я позабочусь о том, чтобы все было ясно, прежде чем записаться на прием. Это мудрый подход. Двойная проверка деталей обеспечивает бесперебойную работу для обеих вовлеченных сторон. Абсолютно. Теперь, прежде чем закончить разговор, выразите им благодарность за помощь и подтвердите любые дальнейшие шаги или необходимые документы. Выражение благодарности и признание их помощи– вежливый жест. Это оставляет положительное впечатление и помогает наладить хорошее взаимопонимание. Не могу не согласиться с этим. Благодарность во многом способствует установлению позитивных отношений с поставщиками услуг. В самом деле, учитывая эти советы, я уверен, что вы легко и эффективно запишетесь на прием. Спасибо за рекомендации. Ваш совет бесценен. Я применю это на практике завтра, когда запишу на прием. Урок 14. Советы по повышению производительности. Привет, Анна. В последнее время я немного ошеломлен работой. Есть ли у вас какие-либо предложения о том, как повысить производительность? Привет, Джон. Короткие перерывы действительно могут повысить производительность. Рассматривали ли вы возможность включить 5-минутный перерыв в свой распорядок дня? Это интересная идея. Я всегда не решался делать перерывы, но я мог бы попробовать. Как это может помочь? Что ж, короткие перерывы помогут вам очистить ум и зарядиться энергией. Они предотвращают выгорание и улучшают концентрацию внимания, когда вы возвращаетесь на работу. Теперь я вижу в этом преимущество. Похоже, это простой, но эффективный способ поддержания продуктивности в течение дня. Абсолютно. Все дело в том, чтобы найти баланс между работой и отдыхом. Короткие перерывы помогут вам поддерживать уровень производительности. В этом есть смысл. Итак, какие занятия вы рекомендуете во время этих коротких перерывов, чтобы извлечь из них максимум пользы? Вы можете попробовать различные виды деятельности. Вы можете растянуться, быстро прогуляться, сделать дыхательные упражнения или даже послушать музыку. Это отличные предложения. Занятия физическими движениями или техниками релаксации помогут освежить тело и разум. Точно. Поэкспериментируйте с различными видами деятельности и найдите то, что лучше всего подходит вам во время этих коротких перерывов. Я обязательно попробую. Использование коротких перерывов в работе кажется простой, но эффективной стратегией. В этом и заключается дух. Помните, что продуктивность– это не только непрерывная работа, но и забота о себе. Я согласен. Важно уделять приоритетное внимание заботе о себе и благополучию наряду с профессиональными обязанностями. Абсолютно. Делая короткие перерывы, вы, скорее всего, станете более сосредоточенными, энергичными и продуктивными в целом. Я вижу потенциальные преимущества. Отныне я начну делать эти короткие перерывы в своей повседневной работе. Это просто фантастика. Помните, что главное– это постоянство. Сделайте это привычкой, и в конечном итоге вы пожинаете плоды. Спасибо, что поделились этим ценным советом по производительности. Я ценю ваши советы и рекомендации. Урок 15. Выбор цвета. Привет, Анна. Я планирую купить новую рубашку, футболку или рубашку пола. Какой цвет ты предпочитаешь?
Какие-нибудь конкретные рекомендации? Привет, Джон. Что ж, когда дело доходит до рубашек, все зависит от вашего личного стиля и случая. Какие цвета вы обычно любите носить? Я готов попробовать что-то другое. Обычно я выбираю нейтральные цвета, такие как черный или белый, но я готов изучить новые варианты. Отлично. Как насчет оттенка синего? Он универсален и может быть как повседневным, так и нарядным, в зависимости от оттенка. Синий цвет звучит интересно. Какие оттенки синего вы предлагаете? Светло-синий, темно-синий или что-то среднее? Светло-синий может придать свежий и непринужденный вид, а темно-синий– более формальный и утонченный. Это зависит от того, какой атмосферы вы хотите достичь. Понимаю. Светло-синий для повседневного образа и темно-синий для более официального мероприятия. Я учту это при принятии решения. Похоже на план. Еще один цвет, на который стоит обратить внимание, темно-зеленый. Он немного необычный, но может стать ярким модным акцентом. Глубокий зеленый цвет действительно звучит уникально. Это не тот цвет, который я раньше носила, но я готова выйти из своей зоны комфорта и попробовать. В этом и заключается дух. Попробовать новые цвета может быть весело и освежающе. Возможно, вы откроете для себя новый фаворит, который вам идеально Мне не подходит. терпится открыть для себя новые возможности. Удивительно, как простое изменение цвета может изменить стиль и внешний вид. Абсолютно. Выбор одежды может существенно повлиять на то, как мы представляем себя миру. Цвета играют в этом решающую роль. Не могу не согласиться с этим. Я ценю ваши предложения и идеи. Они дали мне новый взгляд на выбор цвета рубашки. Добро пожаловать! Мне было приятно помочь. Помните, что самое главное – носить цвет, в котором вы будете чувствовать себя уверенно и комфортно. В самом деле, когда дело доходит до выбора моды, уверенность играет ключевую роль. Я учту это при принятии окончательного решения. Уверена, вы найдете идеальную рубашку. Будь то классический нейтральный цвет или авантюрный цвет, носите его с гордостью. Спасибо за поддержку. Сейчас я выйду на улицу и посмотрю разные цвета рубашек. Кто знает, возможно, я открою для себя совершенно новый стиль. Удачи! Наслаждайтесь покупками и весело проводите время, экспериментируя с разными цветами. Желаю вам стильного дня! Спасибо. Я ценю ваши добрые пожелания. Нам нужно найти идеальную рубашку и открыть для себя новые модные возможности. Ура! Урок 16. Занятие фитнесом. Привет, Анна. Да, я на самом деле довольно регулярно посещаю тренажерный зал. Есть ли у вас какие-либо советы по максимизации пользы от моих тренировок? Привет, Джон. Приятно это слышать. Один из важных советов – обязательно включите силовые упражнения в свой распорядок дня. Силовые тренировки, да? До сих пор я в основном занимался кардиотренировками. Каковы преимущества дополнительных силовых тренировок? Силовые тренировки помогают нарастить мышечную массу, что, в свою очередь, увеличивает метаболизм и помогает сжигать калории, даже когда вы не тренируетесь. Ах, понятно. Таким образом,
Это может помочь похудеть и улучшить общий состав тела. Похоже, это веская причина начать его использовать. Абсолютно. Это также помогает улучшить плотность костей, стабильность суставов и общую функциональную прочность при повседневной деятельности. Это просто фантастика. Я определенно хочу улучшить свою физическую форму и стать сильнее в повседневной жизни. Какие силовые упражнения вы рекомендуете? Есть много вариантов. Вы можете попробовать такие упражнения, как приседания, выпады, отжимания и планки, чтобы воздействовать на разные группы мышц. Эти упражнения кажутся сложными, но эффективными. Я попробую их и постепенно увеличиваю интенсивность по мере продвижения. В этом и заключается дух. Важно начать с правильной формы и постепенно увеличивать вес или уровень сложности, чтобы избежать травм. Я учту это. Безопасность всегда на первом месте. Есть ли конкретные рекомендации по количеству сетов и повторов? Это зависит от вашего уровня физической подготовки и целей. Как правило, лучше начинать с 2-3 подходов по 8-12 повторений. Понял. Я начну с этих цифр и при необходимости скорректирую их. По-видимому, главное в фитнесе – постоянство. Абсолютно. Стабильность и прогрессирующая перегрузка необходимы для достижения результатов и повышения силы с течением времени. Я постараюсь оставаться последовательным и бросать себе вызов. Меня вдохновляет осознание того, что я могу прогрессировать, проявляя самоотверженность и усилия. Это правильный образ мышления. Не забывайте прислушиваться к своему телу, при необходимости отдыхать и снабжать себя питательной пищей для оптимального восстановления сил. Я учту все эти факторы. Спасибо за ваши рекомендации и поддержку. Это вдохновляет меня вывести свой фитнес-путь на новый уровень. Добро пожаловать! Я рада, что смогла помочь. Помните, что фитнес – это личное путешествие, и речь идет о прогрессе, а не о совершенстве. Мудрые слова. Еще раз спасибо. Впереди крепкое и здоровое будущее. Ура! Урок 17. Выбор кардиотренировок. Привет, Анна. Мне нужно кое-что для кардиотренировки. Есть предложения по упражнениям, которые могут повысить частоту сердечных сокращений. Привет, Джон. Есть много вариантов кардиотренировок. Задумывались ли вы о беге или беге трусцой? Бег или бег трусцой звучат отлично. Я слышал, что это эффективный способ улучшить состояние сердечно-сосудистой системы. Какие-нибудь советы для новичков? Абсолютно. Начните с удобного темпа и постепенно увеличивайте продолжительность и интенсивность бега по мере улучшения физической формы. В этом есть смысл. Я начну медленно и со временем буду наращивать выносливость. Есть ли другие кардиотренировки, которые мне стоит рассмотреть? Определенно. Езда на велосипеде – еще один отличный вариант. Вы можете покататься на велосипеде на открытом воздухе или использовать велотренажер в тренажерном зале. Езда на велосипеде звучит интересно. Это упражнение с низкой нагрузкой, верно? Это может стать хорошей альтернативой для моих суставов. Да, езда на велосипеде мягко воздействует на суставы, но при этом является отличной тренировкой для сердечно-сосудистой системы. Кроме того,
Вы можете наслаждаться пейзажами, катаясь на Это велосипеде на бонус. свежем воздухе. Сочетание физических упражнений с отдыхом на свежем воздухе – отличный способ сохранить мотивацию. Есть ли другие предложения? Как насчет того, чтобы попробовать прыжки со скакалкой? Это просто, доступно и может быть сделано где угодно. Кроме того, это тренировка всего тела, улучшающая Скакалка координацию. звучит весело. В детстве я этим занимался. Я попробую еще раз. Удивительно, как детские занятия все еще могут быть полезны для фитнеса. Абсолютно. Иногда самые простые упражнения могут оказать наибольшее влияние. Другой вариант – плавание, которое представляет собой тренировку всего тела с минимальной нагрузкой на суставы. Плавание звучит освежающе. Это отличный способ освежиться во время тренировки всего тела. Я подумаю о том, чтобы добавить его в свою кардиотренировку. Неплохая идея. Сочетание кардиотренировок может сделать тренировки интересными и задействовать разные группы мышц. Разнообразие действительно звучит привлекательно. Я ценю все эти предложения. Отрадно знать, что существует так много вариантов кардиотренировок. Добро пожаловать! Не забывайте выбирать занятия, которые вам нравятся, так в долгосрочной перспективе вам будет легче оставаться последовательными и мотивированными. Мудрый совет. Когда дело доходит до занятий фитнесом, главное – удовольствие. Мы позаботимся о том, чтобы найти идеальные кардиотренировки и оздоровиться. Урок 18. Занятия для отдыха. Привет, Анна, я планирую отпуск. Мне интересно, какие развлечения вас интересуют во время отпуска. Привет, Джон. Мне нравится сочетание приключений и отдыха. Пешие прогулки и прогулки по природным тропам всегда занимают первое место в моем списке. Пешие прогулки звучат увлекательно. Это отличный способ соединиться с природой и насладиться захватывающими дух видами. Какие конкретные места для пеших прогулок вы рекомендуете? Абсолютно. Если вам нравятся живописные пейзажи, я предлагаю посетить национальные парки, такие как Йосемити или Сион. Они предлагают невероятные возможности для пеших прогулок. Звучит как удивительное место. Я обязательно займусь их изучением. Какие еще приключенческие занятия тебе нравятся? Я фанат водных видов спорта. Подводное плавание и каякинг в кристально чистых водах – это захватывающие впечатления, которые позволят вам открыть для себя морскую жизнь. Водные виды спорта звучат фантастически. Изучение подводного мира и скольжение по волнам, должно быть, доставляют удовольствие. Есть ли другие предложения? Если вы готовы принять вызов, скалолазание и зиплайн могут подарить вам заряд адреналина. Они отлично подходят для того, чтобы расширить границы возможного и преодолеть страхи. Скалолазание и зиплайн звучат увлекательно. Я восхищаюсь смелостью, необходимой для того, чтобы заниматься этими видами деятельности. Я подумаю о том, чтобы попробовать их. В этом и заключается дух. Выход из зоны комфорта может привести к невероятному личностному росту и незабываемым впечатлениям. Я согласен. Важно принимать новые приключения и создавать незабываемые воспоминания. С другой стороны, как насчет релаксационных мероприятий? Когда дело доходит до релаксации, мне нравятся йога и медитация. Они помогают мне расслабиться, снять стресс и обрести душевный покой. Йога и медитация кажутся идеальными занятиями для обретения спокойствия.
Я вижу, как они дополнят более активные приключения. Абсолютно. Сочетание удовольствия и расслабления – ключ к полноценному отдыху. Есть ли какие-либо конкретные виды отдыха, которые вы предпочитаете? Я считаю, что чтение хорошей книги на пляже или длительные прогулки на природе невероятно успокаивают. Они позволяют мне зарядиться энергией и поразмышлять. Это прекрасный способ расслабиться. Знакомство с литературой и погружение в природу могут омолаживать ум и душу. Не могу не согласиться с этим. Удивительно, как простые занятия могут принести столько радости и покоя. Спасибо, что поделились своими предпочтениями. Добро пожаловать! Всегда интересно узнать о различных видах отдыха. Надеюсь, ваш отпуск будет наполнен приключениями, отдыхом и незабываемыми моментами. Спасибо. Я ценю ваши добрые пожелания. Мы готовы спланировать незабываемый отпуск и насладиться всеми замечательными развлечениями, которые может предложить мир.